Приветствую всех, друзья! Давайте сделаем общий расклад Таро. Прогноз на будущее, что, вопреки всему, перевернет вашу жизнь. Настраивайтесь на поток, на инсайты. Соединяйте то, что было, то, что есть, и то, что будет открываться вам в ближайшее время. И давайте смотреть, что происходит. Аркан дикости или дико. Идет поток энергии. Вы сейчас в потоке сильных энергий, которыми либо вы, скорее всего, не очень можете управлять, или эти энергии разрывают вас изнутри, или действуют на вас таким образом, что приносят в вашу жизнь, может быть, где-то какие-то такие ритмы, к которым вы еще не привыкли. Вы, может быть, удивлены тому, что происходит в вашей жизни, и не можете согласиться с этим, потому что для вас это как дикость. Возможно, у вас конфликт с женщиной или попытка наладить связь с какой-то женщиной, но она, по вашему мнению, не очень адекватна, диковата. Может быть, вы ведете себя как женщина, которая попала в какую-то дикую ситуацию или обладает какими-то дикими, на первый взгляд, дикими энергиями. Я не говорю, что это плохие энергии. Карта в прямом положении, как минимум, они вам непривычны, эти энергии. Да, вот. То есть, по сути, есть некие энергии, которые принять вам достаточно сложно. Или человека с этими энергиями вам тоже достаточно сложно воспринять. Например, вы познакомились с каким-то человеком, рядом с которым вы чувствуете что-то необычное или что-то, может быть, непонятное, страшное даже. Может быть страшное, оно может вас пугать, но карта все равно прямая, поэтому давайте скажем, как минимум вы не понимаете, не управляете то, что внутри вас, или то, что в ком-то, да. Ну, смотрите, выпадает Анский крест. У вас ваша судьба сейчас, да, вот именно ваша судьба, она, по сути, зависит от энергии. И все зависит от того, как вы с ними справитесь, с этими энергиями. Вот и все. То есть в вашей жизни сейчас происходят судьбоносные события, повлиять на которые вам тяжело, но принять их, скорее всего, придется. Да, вот так вот пока что. Пока что давайте вот так. Две карты прямые уже выпадают. И это говорит о том, что, в принципе, энергии, в которых вы находитесь, может быть, они не такие, ну, давайте, какие-то необычные, да, но они все же ваши больше, да. Все же ваши. Смотрите, центральная карта говорит о звуках, да. Українською це брязкальце або погремушка, да. Вам важно вот сейчас привлекать внимание или, ну, скорее привлекать внимание, нежели быть вне внимания. Но смотрите по своей ситуации, поскольку ваша судьба зависит от энергии, от обстоятельств и от внимания. То есть, насколько вы привлекаете внимание к себе других людей. Прямая погремушка, это, скорее всего, вам важно привлекать внимание и быть внимательным. И на прошлое вашей судьбе, ну вот уже то, что вы прожили, влияет энергия. И влияет то, как вы относились или как внимательны вы были к своей внутренней энергии. И то, как на это обращали внимание. Кстати, мнение других на вас пока что продолжает оказывать влияние. Пока что оказывает влияние. И, скорее всего, приходит то время, когда ваше внимание
именно внимание, а помните о том, что энергия всегда уходит в ту сторону или туда, куда направлено ваше внимание. Вот ваше внимание должно быть направлено на свою энергию, на свои ритмы, да? На звуки. И от того, как вы говорите, что вы говорите, с каким потоком вы вибрируете, да, с какой частотой вы вибрируете, от этого будет зависеть, ну, уже сейчас зависит ваша реальность, и будет зависеть будущее. Потому что в прошлом, возможно, ну, например, да, вы не обращали внимания на свои энергии, на свое здоровье, там, на то, как вы воспринимаете окружающий мир и как окружающий мир воспринимает вас. Или наоборот, очень много уделяли внимания тому, что думают о вас другие, хотя это вам не должно, на вас это не должно было влиять. Все три карты прямые. Я вам так скажу, что если вы правильно сосредоточите внимание в ближайшем будущем, то вы очень эффективно будете использовать свою энергию и свою судьбу. Поэтому, смотрите, у вас действительно судьбоносный расклад. Вы не просто так нашли это видео. И на самом деле ваша судьба очень скоро сильно поменяется. Давайте посмотрим, как она будет меняться, если вы будете, ну, прилагать внимание правильно, да, ну, давайте скажем неправильно, а более корректно, да, ну, давайте более рационально это внимание применять. Смотрите, прекрасно. Прекрасные карты выпадают. Вообще сегодня шикарный вот оракул, да, этот он божественный, как по мне. И я на нем иногда играю, да, как на фортепиано. Иногда у меня получается. Но смотрите, какая прекрасная карта выпадает. Вот смотрите, возлюбленный. Смотрите, у вас ваша дикая энергия, это энергия Яри, это энергия любви и возлюбленный. Вот очень скоро вы услышите своего любимого человека, и ваш любимый человек вас может услышать. Вы вот сейчас, возможно, с кем-то уже общаетесь, налаживаете отношения с человеком, или с кем-то только познакомились, или вот-вот познакомитесь. Но от того, как вы эту энергию будете направлять внутри себя, да, как вы будете слышать себя, и как вы будете слышать других, и как вы будете относиться к мнению других о вас, зависит дальше именно личная жизнь, именно в плане отношений. То есть этот расклад, он больше про отношения. Но, кстати, если ваше отношение к себе поменяется в лучшую сторону, ну вот вы начнете, например, себя любить больше, нежели раньше, да, ну тогда, и, соответственно, и внешний мир будет любить вас больше и будет вам больше дарить тех даров, да, вот эта руна Отила здесь вот будет реализовываться, дар, да, внешний дар. Кстати, можете уже нанести себе руну Отилу на запястье, она будет здесь как даром для вас, вашей энергии и вашего возлюбленного человека, как дар высших сил. Не буду сейчас я за погремушкой тянуться, но на днях проведем уже чистку, уже пришла пора чиститься. Уже сентябрь, можно начинать. Окей, ну, можно начинать онлайн, да. Ну и что ж, давайте еще посмотрим, что происходит. То есть, по сути, как бы вы находитесь в такой ситуации, где вам важно сделать правильный выбор в отношениях и правильно привлечь мужчину, женщину к себе, да, вот. Ну, если вы женщина, да, то и правильно активировать эту энергию. С точки зрения энергетических чакр, вам важно работать с сердечной чакрой, это 4-я чакра и 3-я чакра. Если вы с этими двумя чакрами, с 3-й и 4-й, будете грамотно работать, то, ну, соответственно, и 2-я чакра у вас будет активно работать. Ну, здесь вообще об активации 2-й чакры, свадхистаны, да, они будут связаны с 3-й манипурой и с 4-й анахатой. Окей, давайте смотреть дальше. Прекрасный расклад пока что. 4 карты, все прямые. Что же происходит еще в вашей жизни? Прямо сейчас давайте смотреть. Ну, Ягуар перевернутый, но ничего страшного. Он здесь особо не портит. Это самая последняя карта в колоде в этой. Или последняя, или предпоследняя. Ягуар — это охотник. И Ягуар — это высший аватар уровня фамильяров охотника, да, вот, или высший скрытый охотник. То есть я вам так скажу, что происходит сейчас в вашей жизни.
вам нужно охотиться энергией или заохотиться энергией. Что это обозначает? То есть ваша энергия, которая внутри вас спит, вот прямо сейчас, или спала долгое время, вот она долго спала, или она пробуждается сейчас, она откроет вам в ближайшее время ключ к любви. Ключ любви, или не ключ к любви, а ключ любви не только к себе, но может быть это произойдет через себя, через вас. Может быть просто откроет вам любимого человека. Вы прямо привлечете внимание любимого человека на себя. На вас будет обращать внимание мужчина, если вы женщина, да, или женщины, если вы мужчина. То есть если у вас однополые отношения, выбирайте себе сами. И вы, вот знаете как, тут уже все зависит от того, если вы привыкли быть жертвой, да, вот если вдруг вы привыкли быть жертвой, то вам захочется стать охотником. Ну, а если вы, возможно, охотник, то я не исключаю, что вы можете стать жертвой, ну, в хорошем смысле слова, где вас найдет или на вас накинется тот вот ягуар или там, ну, давайте, пантера, да, черная пантера. Ну, здесь пусть он будет черный ягуар или черная пантера. По сути, у вас появится любимый человек и страстная любовь. Здесь вот об этом. Поэтому, как бы мы ни хотели, да, но этот расклад, он о пробуждении вас. Вы проснетесь, это раз. То есть, и привлечение к себе внимания. Вот давайте и посмотрим теперь. На уровне энергетик нам карты говорят об этом, да, и вот скрытая энергия либо охотника, либо, наоборот, трансформацию вас в жертву поменяет вашу жизнь. Об этом сегодня речь и пойдет. Вот какие события поменяют, перевернут вашу жизнь. Давайте я еще немножко более расшифрую вам, да. Какая дикая энергия из прошлого вас очень сильно тормозит, допустим, да, или заблокирована внутри вас, или спит внутри вас. Какая энергия из прошлого? Ну, здесь король жезлов или рок-звезда, огненная энергия все-таки. Все-таки это огонь, и все-таки больше обращайте внимание на чакру 3 и 2. То есть это энергия секса, энергия воли, и это мужская энергия, она заблокирована у вас. Если вы женщина, и у вас заблокирована мужская энергия, ну, это может быть немножко проблемой. Тогда вы, по идее, должны быть, если блок есть, тогда вы такая прямо девочка-девочка, очень мягкая. То есть совсем мягкая, ну, чересчур мягкая. Но, тем не менее, это рок-звезда, и рыцарь жезлов это всегда король жезлов. Ну, в этой колоде рыцарь есть король. Вот. По сути, это энергия ритма, жесткого ритма. То есть у вас заблокирована жесткая энергия. Да? Если вы смотрите с точки зрения диагностики на негатив, да, то это может быть какая-то жесткая энергия мужчины вас заблокировала. Может быть, это бывшие отношения с мужчиной. Но здесь, по сути, да, вот вас спит звездная энергия, энергия огня. Это здесь дикая энергия пламени, да, вы видите. И здесь тот же самый огонь, да, рыцарь жезлов. Это тот король жезлов, который управляет огнем. По сути, в вас спит человек, который умеет управлять огнем. Ну, как минимум спит. Он должен, по идее, проснуться вот здесь, да. То есть ягуар перевернутый, его нужно разбудить. Поэтому смотрите. Рок-концерт, огненный мужчина, лев. Ну и кошачьи все, да. Имя его может быть на Л, Лев, там Леопольд и так далее, да, вот в таком стиле. Мужчина, да, я уже сказал. Мужчина какой-то звездный такой, яркий. Он вот зажгет вас. Или мужчина, который умеет управлять любовью, огнем, да, вот такой вот. Он повлияет на вашу жизнь, он просто, вот знаете, сделает как щелчок такой, да. И вы проснетесь на самом деле. То есть, как бы не сколько проснетесь, да, а проснетесь вот где-то вот в этой карте, а вот запустит эту энергию именно мужчина такой, энерджайзер такой. Вот возле него вы будете чувствовать себя, как будто бы вы подпитываетесь энергией. Вы становитесь бодрее, смелее, активнее, да, особенно если вы женщина такая вот, именно вот, ну, со слабым мужским стержнем.
Но как минимум у вас будет этого стержня немножко больше. Если вы с сильным мужским стержнем, женщина, да, особенно если вы там овен, лев или стрелец, ну, тогда у вас будет еще больше этого стержня, да, то есть вот эта энергия еще станет больше. Ну и вот какое-то мероприятие типа рок-концерта, обращайте внимание, может быть это не рок-концерт, не обязательно это рок-концерт. Но что-то такое может быть, какое-то такое ритмичное что-то будет, потому что ритмы тут есть. Окей. Смотрите, что очень сильно влияет на судьбу в прошлом и может повлиять в ближайшем будущем. Да, вот именно перевернет ваше будущее. Я спрячу эти карты. Я все-таки хочу именно извлечь из середины карту. Давайте. Ну, смотрите, здесь Вселенная или мир в этой комбинации. В прошлом это, скорее всего, переезд. Переезд и рождение ребенка. Вот эти вот два момента. Здесь Сиамский крест и Вселенная. Это одна и та же карта, по сути, выпала. Вам симметрично выпадают эти две карты и эти две карты. Они похожи, они, по сути, это одно и то же. То есть можно сказать, что Анский крест это мир, да, только с другой стороны. По сути, на вашу судьбу влияет связь с матерью, ну, пуповина имеется в виду, пуповина с ребенком. Если вы чувствуете, что, ну, например, ваши дети вас тормозят, эта пуповина должна быть отсечена. Но не должно быть этой пуповины. Это раз. Второе. Переезд в прошлом мог влиять и влияет пока что это неплохо. То есть, если вы переехали, эмигрировали или разошлись, например, с кем-то, да, и поехали в другую страну, это для вас хорошо. Это уже повлияло на вашу жизнь хорошо. Имейте это в виду. Мы перейдем сейчас к будущему немножко, да, и посмотрим, что повлияет уже. Поэтому, если это у вас было там, и вы считаете, что вот я там зря я это сделала, не кляните себя, не кляните судьбу, у вас все ок здесь. Это так вы управляете миром. Я извиняюсь. Ну и смотрите, еще тут все-таки, знаете, если вы перешли из одного какого-то состояния в другое в прошлом, неважно, из хорошего в плохое или из плохого в хорошее, для вас это хорошо. Для вас вы по-другому поступить не могли. Вот не могли вы по-другому перейти из одной реальности в другую. Карты падают как на прошлое, да, как в верхнем ряду, на судьбу, да, вот с точки зрения энергетик, так и на социальные проявления. Карты падают очень хорошие. Поэтому какое у вас прошлое не было с этим мужчиной, или у вас как у мужчины, или какое бы у вас прошлое не было, да, при том, что вы уже сделали, лучше вы сделать не могли, не вините себя за то, что было. Единственное, как рекомендация здесь, я бы сказал, что женщины, у которых крепкая связь с сыном и с бывшим мужем, ее желательно отсечь. Вот здесь вот это должно желательно, ну, как бы вы должны в будущее идти, или вам, ну, вы ничего не должны, вам нужно перейти в будущее без пуповины вот этой вот, потому что здесь вот я вижу пуповину, я вам о ней говорю, потому если бы ее тут не было, я бы вам про нее ничего не сказал. Окей? Но вы сами почувствуете, у кого она есть, да? Особенно для тех, да, я делаю акцент. Смотрите, вот оно внимание. Вот сейчас вот смотрите, на что стоит обратить внимание прямо сейчас, чтобы в ближайшем будущем ваш возлюбленный, вы как охотник или вы как жертва, ну в хорошем смысле слова опять-таки, да, стали тем охотником или той жертвой в том аспекте, который вот вам бы подходил именно, да. Давайте смотреть, на что стоит обратить внимание. Ну, смотрите, поездка, автомобиль, свет фар, звуки. Все это важно сейчас. Все это важно учесть. Новое дело вам нужно. Кстати, обращайте внимание на мужчин, особенно раков, рыб, скорпионов. Да, безусловно, здесь может быть и лев, здесь может быть и стрелец, и овен, но в ближайшее время нужно обратить на новый бизнес, на новое дело. Может идти вам по судьбе мужчина успешный, как женщине. У мужчины может быть успех. Обращайте внимание на свой успех. Мужчина ждет успех. Вашу жизнь перевернет поездка. Будьте внимательны за рулем в поездке. Ну и в вашем деле
Вас ждет успех. Новое дело можно будет начинать. Вот те, кто открывает дороги сейчас, это успешное. Ну, в этот период, в ближайшее время, если вы будете открывать, или если вы только-только открыли себе дороги, а вот эта комбинация, вот эти две карты, это открытые дороги, то есть вы переходите из одного мира в другой. Вы будете в ближайшее время воспринимать по-другому цвета, скорость и, может быть, поменяете транспортное средство. Но и вам важно, тут вообще вот колесница, она о путешествии здесь. Вот здесь, в этой комбинации, именно путешествие, это поездка. Поэтому путешествие из прошлого, да, это все ок. Но и, возможно, вас ждет еще какая-то поездка. Не обязательно деловая, может быть, еще будет один переезд. Может быть. Ну, уже если вы там переехали в одну страну, может, это будет там какой-то другой город, а может быть, еще какая-то другая страна. Ну и новое дело у вас будет начинаться. То есть очень хороший карт. Прям великолепные сегодня. Я не знаю, за что вам сегодня этот подарок, да. Можете написать, на паузу поставить и написать. А вот мне этот подарок за то-то, то-то, то-то. И я буду понимать, что вы осознаете, за что вам Вселенная открывает вот этот Анский крест, да. Это место прохода, да. И это вот Вселенная, вот она, the universe, да. Это вот как раз Вселенная, да, вот она вам и выпадает, да. Именно Вселенная, что она дает вам прогноз хороший. И Анский крест и Вселенная здесь вам подтверждают. Поэтому здесь мужчина может новый идти, именно вот новый, который должен уже быть, да, вот такой, как вы хотите именно. Какой у вас мужчина, да, вот, или какой партнер. Давайте сконцентрируем внимание больше, конечно, на партнере в общем, да, но мужские оттенки я сюда добавлю. Прекрасно. Принцы это рыцари. Рыцарь это мужчина не такой прям зрелый, это до 40 лет. До 40. Опять жезлы, обратите внимание, если здесь рыцарь это король, а принц это, ну, это система этого Кроули. Просто раскрас такой. Здесь журналист, здесь рок-звезда, да, ну вот человек, который как минимум умеет владеть информацией. Может быть и журналистом, но может быть человеком, который умеет достигать цели. Ну, ставить цели, достигать цели, знает свою цель. То есть мужчина, как по возрасту, он еще не перезрелый, там до 40, да, но по своей мужественности, мускулиновости или зрелости в социальном каком-то аспекте, он уже состоявшийся, да, то есть он знающий себе свое дело, свои цели, да, и вот он знает, куда идет, он прям так показывает пальцем, умеет общаться, с ним не скучно, но я вам так скажу, что учитывая вот эту комбинацию, здесь вода, здесь огонь, она противоречивая, то попадать в какие-то необычные ситуации с этим мужчиной вы будете. Если вы смотрите на женщину, как мужчина, да, то вы четко будете понимать, что это ваша женщина. Здесь это такой акцент для мужчин, да. Вы вот просто на нее покажете пальцем, скажете, это моя. Я знаю. Отношения могут начаться на дистанции. Могут. И здесь очень много движения. Движение, вот это переход. Это дистанционная карта, кстати. Это поездки. А вот это дистанционная карта. Поэтому здесь вот вам придется, возможно, много двигаться. И какая-то важная поездка может изменить вашу жизнь. Можете ли вы поехать в ближайшее время в гости к своему партнеру? Да, особенно если он рак, ну, водный знак, да, особенно рак. И огненный знак, особенно стрелец или лев. Особенно. Хорошо, давайте посмотрим, что это за ягуар такой, да. Я не исключу, что вы будете владельцем ягуара, или ваш мужчина будет владельцем ягуара, и автомобиль ягуар для вас стоит выбирать. То есть вот автомобиль, где нарисована кошечка, да, это для вас. Но это больше как бы у марки автомобиля, например, да. И обращайте внимание на мужчин с ягуарами, да, если вы женщина, ну, то есть на состоявшихся, на обеспеченных, на богатых мужчин. То есть это как бы признаки, да, признаки богатства уже идут в вашу жизнь, входят. Знаете, еще у меня пришел поток, вы будете хорошо слышать своего мужчину и свою женщину, своего партнера. Все-таки погремушка извлекает звук, да, этот человек тоже говорит, и тут диагональ. И вы будете любить разговаривать, и этот человек, этот мужчина, ну, может быть, женщина, да, если вы как мужчина смотрите,
она тоже будет любить общаться. То есть это общение. Да, вот молчать как рыба или как рак вам не придется. Вы и так долго молчали, вам придется заговорить. Вы наконец-то заговорите со своей вселенной, да, вот. И вы ее услышите, а она вас. То есть обратная связь пойдет в ближайшее время. То есть все-таки здесь вот именно мужская энергия. Видите, огонь, огонь. Не просто так здесь огонь, вот здесь дикая энергия, да. И вот она, вот эта дикость, что она дает? Да, она вам даст ощущение, да, такого трепета, да, трепещения внутреннего, такого тремора. Но это хороший, здоровый тремор, не болезни. И она, этот тремор, да, или этот трепет, да, он перерастет в страсть. То есть у вас будет страстное отношение. Это в любом случае страсть. Мы ее не можем отсюда выкинуть. Что за ягуар такой? Давайте смотреть. Ну, смотрите, правосудие, обращайте внимание на еще, помимо вот социальных сред, да, вот смотрите, рок-звезда, да, музыкант какой-то, да. Ну, пусть он будет скрипачом. Ну, рок-скрипач, да, допустим. Она тоже самое, смотрите, бизнесмен, здесь бизнес. Здесь журналистика, да. Успех, да, тут все успешные люди. А вот это вот правосудие, это еще может быть коп, да, тобто полицейский. Может быть военный, может быть прокурор, может быть помощник прокурора, да, может быть охранник какой-то и так далее. Но, смотрите, все мужские идут, все мужские аспекты. Соответственно, вашу жизнь меняет мужчина. Все-таки. И здесь и для мужчин, да, обращайте внимание, вот судьбоносный мужчина у вас, там, рок-звезда или властный мужчина, успешный предприниматель, журналист и человек правосудия. Вот эти люди в ближайшее время перевернут вашу жизнь. Кто центральный? Загадывайте желание, пока бьет 10 часов. Для вас я буду говорить, чтобы слышно было часы, потому что у меня микрофон так настроен. И загадайте желание на успех, на мужчину, на любовь, на звуки вселенной, на голос вселенной, и чтобы вселенная услышала вас. Да будет так, ключ, замок, язык. Аминь. Так вот, я подвожу, да, центральной фигурой здесь является нереализованный успех. Или мужчина, который уже реализует себя сейчас, в настоящее время. И вы будете понимать, то есть вашу жизнь перевернет успешный мужчина, которого вы будете слышать, понимать, и это даже может быть происходить на дистанции. Ключевыми событиями есть рок-концерт, переезд, повторный переезд, деловая поездка, интервью, судебные дела и, возможно, какие-то разбирательства. А в ближайшее время может быть такое событие, где вам придется, ну, это как предупреждение сейчас звучит, я не хочу, чтобы это у вас произошло, но оно повлияет на вашу судьбу. Может быть какое-то нападение на вас, может быть кража, ну что-то связанное с законом, потому что скрытый ягуар это может быть нападение правосудия. И вот из-за этого события у вас ваша судьба поменяется, и вы начнете взаимодействовать с большим количеством мужчин, где вот этот вот журналист может быть и, например, человеком, который был свидетелем этого всего. Это может быть ваш адвокат, судья и так далее. А это человек, который будет играть ключевую роль. Ну а рок-звезда или человек власти будет активно вам помогать в этом. Поэтому в ближайшем будущем вы выходите на позитивные линии судьбы, где слышание себя, слышание вселенной даст возможность обратить внимание на вас и вас на другого человека, где, оказавшись в центре событий, несколько мужчин будут влиять на вашу судьбу, как на женщину, так и на мужчину. Вас ждет успех, и если даже вы будете где-то страдать, знайте, что правосудие или справедливость, она существует, она восторжествует здесь. И если вы уже стали жертвой чего-то нехорошего, то успех в том, чтобы предстать пред вселенной в новом облике, где она любит вас, а вы любите ее, вы имеете очень такие неплохие шансы. Просто помните о том, что вселенная любит вас. Почему? Потому что вы любите себя. Мира вам и вашому миру. Берегите себя, любите себя і мири, які окружають вас. І не забувайте допомагати силам світла, нищити сили темряви. І лишайтесь на зв'язку. До зустрічі. Все буде добре. Па-па.